В этом ролике расскажем про самые выгодные вложения денег на сегодняшний день. А какое самое выгодное и подходящее для вас, вы уже решите сами. Итак, начинаем. Перед тем, как мы расскажем о самых выгодных вложениях денег на сегодняшний день, мы просто обязаны кратко напомнить вам о правилах инвестирования. Первое. Определитесь с объемом вложений денег. Чтобы инвестировать, нужен стартовый капитал. Теоретически можно начать с любой суммы, например, акции покупаются и за 1000 рублей. Второе. Чем больше рисков, тем выше доходность. Для любой торговой биржи, бизнеса и мира экономики в целом действует правило: чем выше риски, тем выше потенциальная доходность. На практике это означает, что самые привлекательные инвестиционные предложения могут дать инвестору супердоходность, но если ситуация будет неблагоприятной, то приведут инвестора к финансовому краху. Третье. Инвестируйте только туда, в чем отлично разбираетесь. Вкладывать деньги стоит в сферы, которые вам знакомы. Очевидно, что практикующий риэлтор разбирается в недвижимости, например, в жилой или коммерческой, в зависимости от своей специализации. Четвертое. Регулярно инвестируйте деньги. Единожды определиться с размером инвестиций мало. Вкладывать деньги желательно регулярно с реинвестицией прибыли, то есть повторным вложением прибыли, полученной от ранее сделанных инвестиций. Пятое. Диверсифицируйте накопления. Инвестируйте в разные активы. Например, поделите портфель на 3 части – акции, облигации и недвижимость. Здесь советуем посмотреть наш ролик о том, что такое диверсификация. Итак, самые выгодные вложения денег на сегодняшний день. Первое. Вложения в акции. Можно попробовать инвестировать деньги в акции, то есть ценные бумаги, которыми торгуют на бирже. По закону частное лицо сначала должно открыть брокерский счет. Именно через него осуществляются сделки с акциями. Далее можно получать доход следующими способами. Первый. В виде дивидендов. О том, что такое дивиденды и как их получить, мы рассказывали в одном из прошлых роликов. Второй. Через куплю и продажу акций. О том, какие виды акций бывают и как на них зарабатывать, мы также рассказывали в нашем ролике. Стоит отметить, что ведение брокерского счета – это услуга платная, и за нее брокерам взимается комиссия. За вывод денег, конвертацию, услуги депозитария и так далее также придется платить брокеру. Кроме того, государство требует выплачивать налог с дохода от акций в размере 13%. Но если открыть индивидуальный инвестиционный счет, то выплаты по налогам можно существенно сократить. Второе. Вложения в драгоценные металлы. Драгоценные металлы считаются классическими традиционными активами. Можно смело вкладывать деньги в серебро, платину, золото и палладий. Обычно они не дают высокой доходности, но в кризисные периоды способны расти на десятки процентов в сжатые временные промежутки. Например, с 2020 по 2021 год из-за ситуации с пандемией коронавируса и ее влияния на экономику планеты стоимость золота выросла на 45% и более. По палладию за тот же временной промежуток движения цены были еще более масштабными. Вложить деньги в драгоценные металлы можно следующими способами. Покупка золота и других металлов в слитках. Способ очень удобный, но имеется нужда хранить слитки, иметь сопроводительную документацию и в некоторых странах платить налог на добавленную стоимость. Второй. Покупка инвестиционных монет. Метод более популярен, чем покупка слитков из-за отсутствия НДС при покупке. Прочие недостатки те же, что и у покупки слитков. Третий. Открытие обезличенных металлических счетов ОМС. Аналог банковского депозита, но вместо денежного баланса счета подсчитываются граммы драгоценного металла. Из-за высокой разницы курсов покупки и продажи металла такой способ инвестирования не особо выгоден. Четвертый. Покупка ювелирных украшений. Для небольших сумм такой способ инвестирования не подходит. Дешевые ювелирные украшения изготавливаются из металлов низкой пробы. Их ценность как произведение искусства также под вопросом. Пятый. Покупка акций золотодобывающих компаний. Доходность этого инструмента может обгонять рост стоимости драгоценных металлов. Шестой.
Покупка акций ETF на драгоценные металлы. ETF в этой категории бывают двух типов: на реальное золото или другие металлы и на ценные бумаги добывающих компаний. Принцип тот же, что и при прямой покупке металла или работе с акциями, но все операции выполняются через торговый терминал. Третье. Вложение в недвижимость. Недвижимость – это золотая жила, доступная не каждому из-за высокого порога входа. Многие трейдеры, которые заработали деньги на фондовом валютном рынке и так далее, выводят деньги именно в недвижимость. Офисное здание, коммерческая недвижимость, даже сдача в аренду многоквартирного дома приносит около 50% в год и более. При грамотном инвестировании в недвижимость доходность может составлять 30 и даже 40% годовых. Но стоит понимать разницу между инвестицией $100 и сотней тысяч долларов. Риски тут разные, а в случае с недвижимостью риски только теоретические, то есть редкие природные катаклизмы, разрушения и так далее. Варианты вложения денег в недвижимость. Первый. Покупка апартаментов или квартиры от застройщика. В будущем ее можно перепродать или сдавать, получая фиксированный доход. Второй. Покупка на вторичном рынке. Один из вариантов – это приобретение недвижимости в плохом состоянии, ее восстановление и перепродажа. Третий – покупка коммерческой недвижимости для сдачи в аренду. Более подробно про все популярные способы инвестирования в недвижимость мы рассказывали в одном из наших прошлых роликов. Четвертое – вложение в бизнес. Бизнес – это очень выгодное вложение денег. Но стоит учитывать, что это не только источник дохода, но и большие риски. Идей для начала своего дела очень много. Нужно лишь рассмотреть и выбрать тот бизнес, которым вам будет нравиться заниматься. Сейчас в тренде продажа товаров через маркетплейсы. Например, вы можете закупить в Китае ходовые товары и продать их оптом или в розницу через маркетплейс. Пятое. Вложение в рынок Форекс. Международная биржа Форекс открыла для частных инвесторов инструменты для заработка на колебаниях курсов валют. Брокеры предоставляют возможность для ведения самостоятельной торговли. Трейдерам доступно кредитное плечо, поэтому начинать можно с относительно невысоким депозитом, например, с депозитов в $1. Но для получения существенной прибыли и минимизации рисков придется вложить не менее 3-5 тысяч долларов. В этом направлении инвестирование денежных средств требует глубоких знаний в области валютного рынка. Шестое. Вложение в инвестиционные фонды. Понятие инвестиционного фонда довольно обширное. Под него подпадают ETF, о них речь шла выше, ПИФы, паевые инвестфонды, хедж-фонды. Вкладывать деньги можно в каждый из этих инвестфондов. Рядовой инвестор не может напрямую работать с такими гигантами, как Berkshire Hathaway. Нельзя подписать договор напрямую с Уорреном Баффетом и отдать ему в управление свои 5-10 тысяч долларов. Фонды такого калибра оперируют суммами иного порядка. Их клиенты – это крупные банки, а размер активов в управлении исчисляется сотнями миллиардов долларов. Но это не проблема. Если планируете работать с инвестиционными фондами, покупайте их акции. Это направление подойдет и для того, чтобы получать ежемесячный доход. Основное преимущество инвестфондов в том, что они по умолчанию являются готовыми инвестиционными портфелями. Седьмое. Инвестиции в криптовалюту. О потенциале инвестиций этого типа лучше всего говорит история биткоина. Если в 2009 году он не стоил и цента, то в 2021 году его цена была около 50 тысяч долларов. Есть и другие впечатляющие примеры. Например, эфириум вырос на более чем 83 тысячи процентов чуть более чем за год. Простейший способ вложения в криптовалюту – это покупка их на бирже. Ссылка будет в описании к ролику. Для более надежного хранения криптовалют лучше использовать холодный кошелек. Кстати, о том, как создать криптовалютный кошелек и каких видов он бывает, мы рассказывали в одном из наших прошлых роликов. Криптовалюта – это высокорискованная сфера инвестирования. Такой способ вложения привлекает впечатляющими примерами роста в прошлом, но нет гарантий, что подобное повторится в будущем. Восьмое. Вложение в краудлендинг.
Краудлендинг или P2P кредитование – это выдача частными лицами займов малому бизнесу через интернет-площадки. Поэтому первое название состоит из двух английских слов, переводящихся как «толпа» и «площадка», а второе является аббревиатурой «person to business» – «от человека в бизнес». В срочных инвестициях обычно нуждаются предприниматели, которые недавно открыли свой бизнес и лишены кредита в банке. Инвесторам выплачивается значительный процент за вложенные средства, но риск невозврата займа также очень велик. Интернет-площадки, выступающие посредником, не несут никаких обязательств перед заемщиком. При нормальном развитии событий краудлендинг может принести кредитору от 30 до 50% годовых при займе частным лицам и от 15 до 20% малому бизнесу. 9. Вложение денег в собственный интернет-ресурс. В интернете можно зарабатывать не только за счет прямых инвестиций, но и с помощью собственного сайта, блога и так далее. Заработок возможен за счет работы с рекламодателями напрямую. Например, делать обзоры различных товаров, продажи товаров собственного изготовления, партнерских программ Google и Яндекс и так далее. Существуют варианты вложения денег через покупки готового сайта-блога, который уже приносит прибыль. Подобные сайты можно найти на специализированных площадках, например, Телдере. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!